Привет, армия! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим о BTS, K-pop, Таро и обо всех тех мелочах, которые фанаты так любят разгадывать. Помните, этот канал носит развлекательный характер. Все расклады Таро — это лишь интерпретации, а не факты. Так что устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь атмосферой и давайте вместе разберем сегодняшние тайны. Астробарометр БТС. 6-14 октября 2025 неделя начинается громко. Луна в Овне размахивает факелом и шепчет всем знаком: «Просыпайтесь, хватит притворяться интровертами». Мир становится чуть ярче, чуть театральнее, и даже кофе по утрам будто с эффектом драматизма. Полнолуние 7 октября, и вот с этого момента все уходит в накал. Каждый мембер BTS проживает свою маленькую премьеру. Эрмэд — философ, у которого даже мысли пахнут арт-галереей. Эта неделя ставит ему режим «создавай». Полнолуние зажигает его рабочие поля. Он может писать, строить, редактировать, подписывать. С 8 по 10 октября Луна в Тельце делает его особенно приземленным. Может разбирать книги, сортировать винил, рассуждать о том, как правильно любить музыку. К выходным энергия становится мягче. И вот уже Намджун постит фото, где тишина, чай и уют. Йин — тот случай, когда Вселенная сама делает подсветку. Полнолуние бросает прожектор на его творческую зону. Идеальное время для шуточных постов, внезапных селфи и даже «я просто красив». Луна в Тельце добавляет вкус. Он может появиться на фото с едой, потому что, давайте честно, кто еще умеет есть с таким шармом? Ближе к раку — ностальгия. Возможно, кадр из старых времен, где он улыбается, как будто ничего не менялось. Шуга — мастер минимализма и тишины. Полнолуние зовет его к сотрудничеству. 7-й дом оживает, и где-то за кулисами уже шевелится новый проект. Телец укрепляет концентрацию. Он может засесть в студии, никого не звать, просто писать и слушать. Когда Луна переходит в Близнецы, мысли начинают скакать быстрее битов. Идея, еще идея, а вот это припев. К 14 числу Рак, и он снова мягкий, домашний. Может быть, появится тот самый пост-обнимашка. Тихий, но цепляющий. J-Hope, солнечный по определению. Полнолуние ставит его под свет рампы. Сцена зовет, публика скучает, а Вселенная подкидывает случайные появления. 8 и 10 октября Телец, и энергия идет через друзей и социальные связи. Может быть, совместный проект, коллаб или просто неожиданный сторис «Я снова улыбаюсь». Когда Луна в Раке, ностальгия и тепло. Он из тех, кто умеет сказать «скучаю» без слов, просто улыбкой. Джимин — вечный двигатель очарования. Полнолуние включает его социальный круг. Фанаты, друзья, сети. Все бурлит, комментарии, реакции, переписки. Телец чуть замедляет ритм, и он возвращается к телу, танцу, дыханию. А под Луной в Раке его эмоции становятся искренней песней. Может написать что-то вроде «Я скучал, Тимот», и миллионы сердец тают. Таи Хюнг Ве — двойной герой этой недели. Солнце в Козероге дает спокойствие и точность, но асцендент прыгает между Козерогом и Водолеем. И тут начинается магия. Если он Козерог, Луна идет по Овну и включает 4-й дом, то смена пространства, база, дом — это как телепорт, из одних декораций в другие. Все четко, с контролем, как будто Вселенная заранее прописала расписание. Телец, 8-10 окт, делает его земным и красивым. Идеальный вайб для подиума. Близнецы — общение, сторис, легкость. Рак — дом, семья, эмоциональная тишина после бурь, если он Водолей. Рыбы — 9-й дом, дальние дороги, совпадает с полетом в Париж. Овен — 11-й дом, сцена, публика, шоу. Телец, 2-й дом, вознаграждение, контракты, все окупается. Близнецы, 5-й дом, креатив, вдохновение. Рак на 6-й дом, усталость, восстановление. В сумме выходит баланс. Внутренний Козерог строит, внешний Водолей летит. И мы видим оба лица. Серьезного художника и свободного авантюриста, который ухмыляется в камеру, как будто знает все секреты этой недели. Юнгкук — 2-й герой, двойной огонь и порядок. Солнце в Деве, контроль, внимание к деталям. Но асцендент колеблется между Девой и Львом, и это создает эффект. Внутри — мастер, снаружи
звезда. Если он Дева полнолуния, пробуждает 8-й дом. Глубина, эмоции, откровенность. Он может снова удивить откровенным лайвом или тонким постом, где все в полтона. Телец стабилизирует работа, звук, студия, спорт. Близнецы, общение, обмен, движение. Рак, дом, семья, тихие вечера, если он лев. Полнолуние бьет по 9-му дому. Дальние темы, публика, слава. Телец дает пик карьеры, эффект «вот он снова король сцены». Близнецы, фан-волна, сторис, комментарии, шум. Рак, 12-й дом. Усталость и желание спрятаться. Так и живет. Лев сияет, дева правит за кулисами. Почему у BTS так отчетливо чувствуется асцендент? Потому что асцендент — это не просто угол карты, а включатель поведения. Луна касается этих точек и открывает их как сценический прожектор. Вот почему у Тэхёна так явно проявляется Водолей. Он в дороге, в движении, под вспышками камер. И почему у Чонгука живет лев, в каждом кадре огонь, даже если внутри он дева, сосредоточенный и аккуратный. Когда наступает полнолуние, асцендент реагирует первым. Солнце — это стратегия, но именно асцендент делает момент живым. Итог неделя 6-14 октября, как серия из 7 эпизодов, где у каждого свой жанр. Рэм строит новое, Джин шутит и вдохновляет, Шуга наблюдает, Джей Хоуп светит, Джимин объединяет. А Тэхён и Чонгук — два полюса этой луны. Один летит, другой сияет, один планирует, другой чувствует. И пока весь мир снова следит за их движением, луна в Овне шепчет «не стой на месте». Даже если ты звезда, небо любит тех, кто идет вперед. Астробарометр BTS. Неделя, где каждый проживает свой транзит. Но все вместе складывается в гармонию, которую можно услышать даже без музыки. Всех обнимаю. Freedom call and feel the rhythm. Joyful beats that heal the system. Healthy minds and souls. Hello, Army. Welcome to my channel where we explore BTS, K-pop, tarot, and all the hidden signs that fans love to decode. Remember, this channel is for entertainment purposes only. All tarot readings are interpretations, not facts. So relax, enjoy the vibes, and let's dive into today's mysteries together. Army, sometimes the smallest detail can reveal more than official news. Today we're diving into 2 stories that the fandom can't stop talking about. The first is the red string around Taehyung's neck, a tiny accessory but filled with symbolism and speculation. The second is Yoongi and his partnership with Valentino, which seems to have come to an end. Let's start with Taehyung. We're used to seeing red strings on the wrist as protection charms or symbols of fate. But Taehyung chose to wear his on his neck, and that instantly sparked discussion. In Asian culture, the red string carries many meanings. In Eastern legends, it's the thread of destiny that connects 2 people, no matter the distance or time. In folk traditions, it's protection against evil eyes and negative energy. For some, it represents social or charitable support. But here's the key. The one on Taehyung's neck was just a plain string with no beads, no logo, no pendant. It doesn't look like a campaign bracelet. It looks personal, tied with a simple knot. And then comes the timing. October 3rd is widely known online as National Boyfriend Day. Coincidence or not, that's when we saw Taehyung wearing the red string. Fans immediately connected the dots. Some say it's just a fashion choice. Others are convinced it's a sign of connection, maybe even a promise made to someone close. The cards reflected this complexity. First, they showed that for Taehyung, the string carries personal meaning. It's not just an accessory. There's balance, but also hidden worry, as if he's aware that the sign could be read too openly. Another draw suggested it's more about emotions and inspiration than about style. The star and cups pointed to closeness, to someone who gives him strength. And then the world in wands reminded us that he knew the whole world would notice. Yet the reactions would be split. Some see romance, others see protection, others just fashion. So the conclusion? The red string is not random.
It's a personal symbol, carrying the energy of both protection and connection. He won't wear it all the time, only at moments that matter. Now let's move to Yoongi. His absence at Valentino's show didn't go unnoticed. He was an ambassador for the brand, but suddenly he wasn't there. Reports suggest the contract has ended. The cards confirmed it. He fulfilled his role but chose not to continue. Why? The Five of Pentacles tells us there was a sense of lack, something unsatisfying, maybe restrictions or limits he didn't want anymore. But the Sun and Six of Wands point to what comes next. A new collaboration, brighter and more successful. For Yoongi, this is a calculated move. The King of Pentacles energy shows that he sees it as a step toward greater stability and influence. The Seven of Wands warns of some pushback, comparisons, criticism, pressure. But in the end, he'll prove the choice was right. The Death card summed it up perfectly. Transformation. Valentino is behind him. Ahead lies a new chapter, stronger and more promising. So what do we have? For Taehyung, a red string that works as a personal talisman and maybe even a hidden message. For Yoongi, the closing of one door and the opening of another, one that will bring him even more recognition. Together, these stories tell us something bigger. We're entering a season of change. And every detail, a string around the neck, an absence at a fashion show, is part of a larger puzzle. Full spreads with numerology and astrology I'll share on Boosty, Patreon, and Ko-fi without filters. But here I'll leave you with two questions. The red string on Taehyung's neck, just an accessory, or a confession hidden in plain sight? And which brand will Yoongi choose next? Army, we'll find out soon.